Рассвет над полями в окно, смотрит солнце. Огонь в печи, а в доме уют и покой. А в сердце свобода, и дышится вольно. Здесь счастье найдется, здесь край мой родной. Деревня моя, нет милее тебя. Родной мой дом, где за окном просторы, свежий ветер. Березы шепчут у реки. Здесь душа моя счастливее всех на свете. Друзья, всем привет! Я приехала в ягодное поле собирать ягодки. Здесь потрясающий аромат луговых трав. Я буду сейчас собирать полевую клубнику. Здесь очень много ромашек. Смотрите, как много. Ой, какая красота. Клевер. И все цветет, и все безумно вкусно пахнет. Там сосенка. Под сосенкой я оставила велосипед. У меня там привал в тени. Здесь такая красотища, друзья. Ну, только посмотрите, вот. Ой, какая прелесть. И как птички поют, а? И такой аромат стоит. Я не знаю, как его передать. Очень вкусно пахнет. Сегодня я хочу ответить на вопросы, которые вы писали мне в комментариях. И я буду отвечать сегодня на те вопросы, на которые я еще ни разу не отвечала в своем блоге. А те вопросы, на которые я уже отвечала, и уже на них есть ответы. У меня есть целый плейлист с этими ответами на эти вопросы. Под этим видео я оставлю ссылку на этот плейлист. Можете пройти, найти там свой вопрос, вообще посмотреть прямые эфиры, где я там отвечала на все вопросы. Или можете зайти ко мне в Telegram. Там у меня тоже есть целый ряд аудиосообщений с ответами на ваши вопросы. И там по поиску можно в Телеграме найти ответ на какой-то вопрос по ключевому слову. Но сегодня я буду отвечать на те вопросы, на которые я еще не отвечала в своих видео. И также прокомментирую комментарии хейтеров. Но сначала я хочу ввести вас в понимание, что такое хейтер вообще. Как я вообще понимаю это слово. Что для меня вообще, в принципе, такое хейтер. Потому что все люди разные, и все воспринимают это слово по-разному. И чтобы нам с вами не путаться в понятиях, я поясню, что лично для меня означает хейтер. Хейтер – это человек, который в комментариях под моими видео, постами пишет оскорбления в мой адрес, пишет какие-то неоднозначные замечания относительно моей внешности, с пассивной агрессией, да, пишет какие-то замечания по поводу моей семьи, моего окружения, тоже нелестные. Вообще, в принципе, хейтер – это тот человек, который нарушает личные границы, социальные личные нормы, и думает, что если он пишет что-то в комментариях анонимно, то ему позволено сказануть какое-нибудь красное словцо или написать какую-то ядовитую гадость в мой адрес. Также хейтерами я считаю людей, которые намеренно искажают то, что я говорю, те слова, которые я доношу, тот смысл, который я пытаюсь донести до подписчиков, да, они намеренно искажают этот смысл не самую лучшую сторону, скажем так, не самую лестную, вот как им привиделось, что я такая гадкая и подразумеваю что-то гадкое в своих словах. Вот они так и комментируют то, что я сказала, и потом разносят сплетни и слухи, совершенно далекие от реальности относительно меня. И вообще к хейтерам я также отношу людей, которые очень любят посплетничать, что-то придумать про блогера, какую-то вообще далекую от реальности вещи какие-то пишут мне иногда в комментариях. Я думаю, боже, откуда это люди берут, откуда у них в головах такая вот фантазия бурная. Это просто уму непостижимо. Я тоже таких людей отношу к хейтерам. Есть люди, которые комментируют мои видео и посты с другим отличным мнением от моего мнения, да, где-то какая-то у нас возникает дискуссия относительно каких-то вещей, и это я считаю нормально, и это я к хейту не отношу, кстати. Хотя мне все время переписывают то, что если я с кем-то спорю, то это значит для меня хейтер. Если я в комментариях с подписчиком спорю там о чем-то, да, то люди думают, что я спорю с хейтером. На самом деле просто общаюсь, выстраиваю диалог с подписчиком, нахожу какие-то общие точки соприкосновения, общее понимание, пытаюсь донести то, что я вижу и чувствую здесь, да, чтобы это было максимально приближено к реальности.
Вот, чтобы человек меня понял. Вот таких людей я к хейтерам не отношу, сразу скажу. Друзья, это видео получилось очень длинным, поэтому под ним я оставлю тайм-коды, по которым вы сможете посмотреть интересующую вас тему, ответ на интересующий вас вопрос и выбрать то, что вам интересно в этом видео, чтобы не пересматривать его полностью. Ну, или если вы хотите узнать меня поближе, то можете посмотреть его полностью. Здесь я подробно рассказываю о себе, о своих взглядах, о своем мировоззрении. Ну и в целом делюсь впечатлениями о своей деревенской жизни. Кстати, я здесь живу уже 3 года, и мне есть чем поделиться. Вот, и в этом видео более подробно все расскажу. Ох, как хочется уже собирать ягоды. Я, наверное, друзья, сейчас поставлю где-нибудь камеру, штатив, и меня не будет в кадре, но будет слышно мой голос. Так будет гораздо удобнее. Я буду отвечать на комментарии на ваши, да, но при этом собирать попутно еще ягоды. Так, я сейчас выберу себе полянку какую-нибудь красивую с крупными ягодками. Смотрите, сколько ромашек. Какая красота! Просто божественно. Я поставлю камеру, и вы, наверное, будете видеть часть моих рук и часть меня. Но, тем не менее, я буду присутствовать в кадре и при этом собирать ягоды. Постоянно мне почему-то пишут люди по поводу того, что я выпрашиваю донаты в каждом своем видео. Слушайте, про донаты вообще смешная история, потому что если вы посмотрите, любого блогера посмотрите, под его видео, у каждого блогера под видео есть реквизиты для донатов. И это не значит, что человек их выпрашивает. У меня же история с донатами, я расскажу, как все началась. Я когда только начинала вести блог, я вообще не знала, что такое донаты, вообще не знала, что люди могут отправлять деньги вот так вот просто так. Я вела блог, просто записывала видео, выгружала их в соцсети, и мне в личку начали писать люди: Наталья, мы хотим вас поддержать. В начале моего пути, к слову сказать, мне было не так просто. У меня не было особо финансов. Была какая-то маленькая зарплата контент-менеджера на удаленке. И вот эта финансовая поддержка мне действительно очень на руку была. Ну, там не было каких-то баснословных денег, знаете, которые люди переводили. Они там переводили рублей по 300, по 500 раз в 2-3 месяца. И вот они мне писали периодически в личку: Наталья, ставьте свои реквизиты, куда вам перевести денежку. Я хочу вас поддержать, да, за то, что вы такие красивые видео снимаете. И я оставляла, сначала в личке давала людям реквизиты карты, а потом просто, думаю, зачем я постоянно пишу. Я просто буду под каждым видео оставлять вот эти реквизиты для донатов, для людей, которые хотят меня отблагодарить. И вот так это как традиция, что ли, уже, я не знаю, так повелось, что вот я оставляю вот эти вот реквизиты, да, под видео. Периодически там раз, два, в 3 месяца мне там кто-то скидывает 200-300 рублей. Просто, как человек хочет отблагодарить меня за мои видео, за какую-то полезную информацию, может быть. Вот. И я благодарна таким людям, понимаете? И я в каждом своем видео благодарю этих людей. Потому что я не вижу, кстати, кто мне переводит деньги. И не всегда вижу, да, потому что там с разных систем платежных приходит. Я не всегда вижу, например, от кого там пришло 300 рублей. Я вижу, что упала мне на карту какая-то сумма, но я не вижу, от кого это. И поэтому в каждом своем видео, чтобы он увидел, что действительно я получила от него донат, да, я в каждом своем видео благодарю людей, которые это делают. И это хейтеры называют то, что я выпрашиваю. Понимаете, мою благодарность они называют выпрашиванием донатов. То, что я якобы в каждом видео напоминаю о донатах. Понимаете? Вот они намеренно искажают изначальный смысл. И знаете, я не то чтобы прям вот радею за эти донаты, да, мне я без них спокойно живу, я отлично зарабатываю и без них. Так, кажется, я из кадра пропала, да? Сейчас я вам вот так вот сделаю, что хотя бы было поле, что ли, видно, я не знаю, петухов слышно. А то я камеру поставила. Надо ее, наверное, за собой носить, а то я так потеряю. В общем, друзья, я прекрасно справляюсь и без донатов.
Но я благодарна тем людям, которые какие-то маленькие суммы отправляют. И это некий такой энергообмен, да, с моими подписчиками. Я считаю, это вполне адекватно и нормально, когда вот так. Но это никак нельзя назвать выпрашиванием донатов, понимаете? Выпрашивание донатов – это, знаете, когда человек открыто в своем видео просит своих подписчиков: ну, скиньте мне, пожалуйста, вот на карту денег, помогите мне. Вот он намеренно, напрямую просит об этом, да? Я же ни в одном из своих видео никогда не просила, не выпрашивала у людей, чтобы они мне перечисляли деньги, понимаете? Никогда. И номер карты я под видео оставляю только потому, что меня просят об этом, понимаете? Не я кого-то там упрашиваю, а меня просят об этом. Обидно, когда на тебя наговаривают, друзья. Совершенно какие-то вещи говорят, которые вообще к реальности никак не относятся. Вы знаете, тут недавно у ВКонтакте появился сервис для эксклюзивного контента платного. Ну, вот. То есть блогер может, например, написать какой-то пост или записать какое-то видео с ответами на вопросы, может быть, я не знаю. Ну, какой-то эксклюзивный контент может сделать и сделать его платным. Я вот подумала, что это очень удобная система, когда я создаю персонально контент для тех людей, которые действительно хотят меня материально поддержать. И мне кажется, это справедливо, да, когда вот для них я что-то специально делаю. И завела такой сервис ВКонтакте. Очень удобно он, кстати. Я там уже написала 3 поста, где рассказала, как обустроила костровую зону, где рассказала, какие недостатки пола моего нового есть, как я с ними буду справляться. Ну, вот эта информация, она, видимо, полезна, интересна людям. Те люди, которые меня действительно хотят поддержать как-то материально, да, вот для них я эту информацию оставила. Она в закрытом доступе и доступна тем людям, которые оплачивают платную подписку. ВК Донат, по-моему, она называется, да. И вы знаете, вот так прицепились ко мне с этими донатами, как будто я тут, я не знаю, я миллионы, как будто мне люди переводят. И вообще, вы знаете, за всю историю ведения моего блога, я веду его уже 3 года, я не знаю, ну, по пальцам сосчитать, сколько мне перевели этих донатов. Там, я не знаю, раз в 2-3 месяца прилетает 300-500 рублей на шоколадку, да. Но не так, что я прям каждый месяц зарабатываю какую-то крупную сумму на этом. Ну, блин, люди таких вещей понавыдумывают себе в голове. И знаете, вообще, мне кажется, это неправильно залазить в чей-то чужой кошелек, считать какие-то чужие деньги, вмешиваться в мои отношения с моими подписчиками. Неважно, как мы друг другу подарки мне отправляют тоже люди. Но это что? Это значит, я подарки, что ли, выпрашиваю? Или как это? То есть человек сам изъявил желание там помочь либо мне материально, либо отправить какой-то подарок. И если вы видите, что я там распаковываю какой-то подарок, это что, я его выпросила, значит, что ли, или что? Или если мне пришел донат, это значит, я его выпросила? Нет. Очень много людей благодаря моему блогу вдохновились загородной деревенской жизнью, купили дома в сельской местности и наслаждаются теперь ей. И ведут тоже свои блоги, кстати. И это прекрасно, я считаю. Вот найдите мне хоть одно видео, вот я к хейтерам сейчас обращаюсь, хоть одно видео мне найдите, где я сижу перед камерой и прошу людей переводить мне деньги. Нигде такого, ни одного такого видео нету. Из 200 с лишним моих видео, ни одного такого видео нету на моем видеоканале. Есть только слова благодарности тем людям, которые добровольно мне переводят какие-то небольшие суммы периодически, время от времени, да. И за это я благодарю в каждом видео людей. Кто-то присылает подарки. Подарки я, кстати, тоже считаю донатами. Ну, как их тоже можно назвать. И вообще перевод слова «донат» – это добровольное пожертвование в благодарность за что-то, да. Это никак не принуждение, понимаете? Зачем, почему люди залазят в мой карман и считают мои деньги? Это тоже, ну, я считаю, это нарушение моих личных границ. И вообще некрасиво так делать. Смотрите, сколько я набрала уже. Ягоды, боже, как они пахнут вкусно, это просто потрясающе. Еще ряд комментариев от хейтеров. Обычно это те комментарии, которые касаются моей внешности, моего здоровья, моих отношений с близкими,
моего семейного положения. Тоже какие-то некультурные замечания, бывает, люди делают. Вот это я тоже считаю вообще неадекватным, когда вы совершенно к незнакомому человеку лезете в душу, его какие-то семейные отношения, перемываете косточки по поводу его семейного статуса, каких-либо отношений с родственниками, с близкими. Ну, это вообще свинство, я считаю. Вмешиваетесь в личную жизнь людей и какую-то там ищете правду. Ну, знаете, это как бабки на лавке. Бабки на лавке, которым делать нечего, которым скучно. Им надо обсудить чью-то личную жизнь. Кто с кем, когда и как. Это тоже какая-то неадекватная история. Вот еще много комментариев по поводу моего одиночества. Люди хейтят то, что я сейчас не в отношениях. И как бы пишут, что типа я умру одна с кошками. И то, что я здесь показываю, это только как бы делаю вид, что я счастлива. А нельзя быть счастливой без мужика рядом. Ну, короче, вот такие вот вещи какие-то пишут непонятные. Вы знаете, счастливым можно быть по-разному. У каждого свое счастье. И иногда даже в паре с каким-то мужиком, извините меня, вы далеки от счастья. Люди разные бывают, отношения разные. И знаете, наверное, у меня есть причины как-то наслаждаться своим одиночеством. Не очень удачные отношения у меня были предыдущие, да. Я в них очень много пострадала. И зачем меня за это хейтить? Сейчас у меня такой период жизни, когда я наслаждаюсь одиночеством. Мне нравится такой период жизни. Но это не значит, что он будет длиться вечно, да. Как бы со временем, конечно, кто-то у меня появится. И, наверное, я все-таки не умру одна с кошками. Как мне тут пророчат хейтеры. Я думаю, что когда мое сердце будет готово к отношениям, когда появится человек какой-то близкий, тогда все мне наладится. А пока есть как есть, я даже этому рада. И зачем меня хейтить за это? Я не понимаю. Вы так пишете, блин, как будто у всех у вас идеальные отношения, идеальные семьи. Вы никогда не разводились, у вас никогда не были несчастными дети в семьях. Я не спорю, может быть, и есть такие люди абсолютно счастливые, да, у которых все благополучно в жизни. Но мне кажется, люди, у которых все благополучно в жизни, никогда не будут такие гадкие комментарии писать по поводу моей личной жизни. И как все печально у меня складывается, и какая я тут одинокая. Люди меня жалеют. Вы знаете, да, я не спорю, что одной, в некотором смысле, без мужчины, без мужской поддержки сложно. Я с этим вообще абсолютно не спорю. Но жизнь такая штука, знаете. Вы знаете, благодаря тому, что у меня сейчас нет поддержки мужчины, да, я стала более сильной, более ответственной за свою жизнь, скажем так, да, потому что раньше у меня была, наверное, какая-то инфантильность по отношению к своей жизни. Я во всем искала поддержку у других, от людей ждала какой-то помощи всегда. Не всегда эта помощь приходила, понимаете, и в какой-то момент я поняла, что моя жизнь в моих руках, и она не должна от кого-то вот тотально зависеть, и что в моей свободе, в моей независимости и есть счастье, в принципе. Но это не значит, что я отрицаю вообще, в принципе, отношения с мужчинами. Будет какой-то человек, с которым мне будет комфортно, обязательно он когда-то будет. Не может быть такого, чтобы его вообще не было. Обязательно когда-то он будет, и все у меня будет хорошо, не переживайте. Так что по поводу моего одиночества хейтить меня не надо. Не нужно придумывать и приписывать мне какие-то странные либо отношения, либо по здоровью что-то там мне там приписывают, придумывают, что у меня со здоровьем что-то не так и так далее. Ну, в общем, ой. Вы знаете, я 3 года веду блог, и вот если бы я никогда не заводила блог, я, наверное, никогда бы и не узнала, что есть люди с огромной фантазией неадекватной. Оказывается, они есть. Ох, каких крупненькие ягодки. Какая красота. Вот, друзья, это вот на что стоит обращать внимание, так это на природу. Она всегда успокаивает, она всегда дает какой-то ресурс, какую-то энергию, какие-то силы. Вообще не волнует тебя чужая личная жизнь, когда у тебя в своей все благополучно, да. Не волнует тебя чужие деньги, когда у тебя налажено
в своих финансах, все нормально, понимаете? А вот еще по поводу одиночества мне пишут, что типа: Наташа, разве ты не чувствуешь себя одиноко? И разве тебе неплохо одной? Вы знаете, вот такое чувство одиночества, как это ни странно, у меня было, когда я была в паре. Бывает такое, когда ты вроде бы в отношениях с человеком, но чувствуешь себя одной. Вроде бы человек рядом, но он не с тобой. Он никогда тебя не поддержит, он постоянно у вас какие-то разногласия. Вот в такие моменты я, кстати, чувствовала одиночество. А сейчас я вот этого чувства не испытываю. Сейчас этого чувства нет. Да, есть какая-то, там, знаете, может быть, тоска потому, чтобы была семья. Хочется мне семью, конечно. Хочется мужчину рядом, который бы поддерживал, с которым бы мы по жизни шли нога в ногу, смотрели бы в одну сторону, создавали эту жизнь совместно, там, рожали детей и так далее. Хочется мне такого человека, конечно. Но, вы знаете, в жизни по заказу вот такого не случается, да. У кого-то складывается жизнь, у кого-то нет. У меня пока ничего не сложилось. Ну, значит, так нужно. И я проживаю вот этот период своего уединения в полной гармонии с собой, с миром. И я не чувствую какого-то тотального одиночества, от которого я страдаю, понимаете? Вообще, вот ни разу не чувствую. Мне вполне сейчас комфортно. Мне не нужно ни с кем спорить о том, какой должен быть ремонт, понимаете? О том, как нужно все сделать. Это, мне кажется, даже хорошо. В этом есть даже плюсы. Ну, и минусы, конечно, есть, когда нету поддержки близкого человека. Но я бы не сказала, что я от этого прям как-то страдаю, что ли. Вот у меня нету такого накатывающего чувства одиночества. И посмотрите, какие цветочки какие-то интересные. Желтенькие, такие красивые. Нету, короче, у меня вот этого чувства одиночества тотального. У меня есть наслаждение уединением. Когда я могу остаться наедине сама с собой, позаниматься какими-то своими делами, без оглядки на кого-то другого, без страха, что меня кто-то осудит. Я просто наслаждаюсь жизнью в уединении. У меня сейчас полная свобода. И независимость ни от кого, ни в финансах, ни в каком-то эмоциональном плане. Я ни от кого не завишу, да. Мне никто не треплет нервы, в конце концов, да. И это кайф. Но это не значит, что я абсолютно отказываюсь как бы от человека, который мне встретится на моем пути, с которым мне будет комфортно, да. Конечно же, когда-то у меня будет пара. Когда-то. Может, и не будет. Может быть, так задумано Богом, что мне нужно прожить эту жизнь одной, но это мое личное дело, как бы моя личная жизнь, это мое личное дело. И я вправе выбирать, кстати, того человека, с которым мне идти по жизни. И ни на кого я не хочу бросаться вот только потому, что мне одиноко. Вы знаете, выстраивать отношения из чувства недостаточности какого-то одиночества, это вообще неправильно, я считаю. Из этого ничего хорошего не получится. Вот лучше, когда вы находитесь в гармонии с собой и с миром, тогда, если вот в такой период жизни вам встретится человек, с которым вам будет комфортно, с которым вы будете на одной волне, будете с полуслова друг друга понимать, вот такие отношения, мне кажется, будут классно развиваться, все будет хорошо. А тут мне еще спрашивают в комментариях, Наталья, пишут ли вам женихи в соцсетях с предложениями о замужестве или познакомиться? Ну да, конечно, даже иногда приезжают ко мне сюда без спросу, кстати, находят как-то мой адрес. Приезжают, но это, считаю, не очень культурно, скажем так. Потому что когда без предупреждения человек приезжает, у меня свои дела какие-то, не было никакой договоренности о встрече, да, человек нарушает мое время, мне приходится там уделять какое-то время человеку, но это я тоже считаю неправильно, лучше договориться о встрече, как-то пообщаться хотя бы сначала издалека, чтобы я понимала, мой это человек или не мой, лучше пообщаться, да, сначала, прежде чем ломиться сразу в отношения в какие-то, в общение в реальной жизни. Нужно сначала пройти испытание общением хотя бы в сети, да, чтобы понимать, а вот на самом деле мы друг к другу подходим, или просто вот что-то в голову человеку пришло, вот он увидел мои какие-то красивые видео, вдохновился ими и тут же примчался с предложением руки и сердца. Вот я ему понравилась, да, но это, я считаю, неадекватно. Люди должны постепенно узнавать друг друга, да, постепенно знакомиться, как-то соблюдать границы друг друга, договариваться о времени, уважать время друг друга, друзья. Потому что у каждого своя жизнь, свои дела какие-то. И вот так вот
врываться в чужую жизнь и думать, что вот сейчас я такой весь приеду на понтах, и она меня сразу полюбит. Ну, это, мне кажется, неадекватно. Да, мне, кстати, и писали тоже в комментариях: Наталья, вы хотите за меня замуж? Очень много таких комментариев, кстати, люди пишут. Вот я не знаю, с какого перепугу мужчины такое пишут. Неужели они думают, что я абсолютно незнакомому человеку скажу «да»? Тут иногда и со знакомым не всегда складываются какие-то отношения. А тут абсолютно незнакомые люди мне такие вещи пишут. В общем, я за адекватное общение с мужчинами, где мы постепенно узнаем друг друга, а может быть даже и не узнаем, может быть даже я там, пообщавшись, перекинувшись парой фраз, понимаю, что это абсолютно не мой человек, и это тоже нормально. Я как бы имею право выбрать кого-то, да, выбрать того, кто мне по душе, с кем мне комфортно, и это тоже абсолютно нормально. Это не значит, что я там строю из себя какую-то фифу, а просто адекватно отношусь к ситуации и не кидаюсь в омут с головой. Рассматриваю человека в различных жизненных ситуациях, как он себя ведет. Я, кстати, со временем стала вот больше понимать, разбираться в людях, в мужчинах в том числе. И мне сразу понятно, какие у нас отношения будут выстраиваться. Вот буквально с первого общения. Сразу понятно становится, мой это человек или нет. Особенно учитывая то, что у меня образование психолога, как бы, да. И на это не надо обижаться. То, что я в вас не вижу потенциального там жениха или мужа, мне кажется, это нормально. Люди общаются, узнают друг друга побольше, и лучше узнать друг друга побольше и узнать, что это вообще абсолютно не твой человек, и уже на этом этапе как бы отфильтровать его, чем выстроить какие-то корявые отношения, а потом страдать от них. Согласитесь, это ненормально будет. И мне уже как бы не 16 лет, чтобы я кидалась с головой в омут, в объятия как абсолютно незнакомому человеку или к кому-нибудь, лишь бы кто-то был, да, у меня вот такого вот нет, вот чувства дефицита абсолютного. Мне нравятся, знаете, те люди, которые с уважением относятся к моему внутреннему миру и вообще с уважением ко мне как к женщине относятся. Вы знаете, благодаря своему уединению, да, одиночеству, как многие пишут, я познала свою ценность, скажем так, ценность себя как женщины в жизни мужчины. Раньше я была в отношениях готова на все, как бы ущемляла постоянно свои интересы, свои потребности, и ничем хорошим в отношениях это не заканчивалось, потому что в итоге я не принадлежала сама себе, я постоянно подстраивалась под мужчину. А сейчас я проживаю свою собственную жизнь, реализую свои собственные мечты и желания, и это прекрасно, я считаю. Но это не значит, что я тотально отказываюсь от мужчин в моей жизни, да. Просто я погружаюсь в себя, узнавая себя все больше и больше, понимаю, какой мужчина мне рядом нужен, какой мне будет по сердцу. И вот так вот, проживая в уединении, я узнаю себя больше и больше. И узнавая себя больше и больше, узнавая свои потребности, желания и реализуя их, и наслаждаясь осуществлением своих желаний, я понимаю ценность себя, своей жизни. И теперь в какие-то токсичные отношения я никогда ни за что не пойду. Я теперь ценю себя, люблю себя здоровой любовью. У меня теперь есть здоровый эгоизм, где я умею отстаивать свои собственные интересы и в отношениях буду смотреть на мужчину, который будет учитывать мои потребности, мои желания, мои ценности, будет ценить, уважать. И вот благодаря уединению я как бы это познала в себе, да. Так что в одиночестве нет ничего плохого. И я не отказываюсь от мужчин абсолютно, понимаете? Почему-то мне хейтеры приписывают то, что я пропагандирую одиночество. Да нет, друзья, я тоже, как и любой другой человек, хочу создать семью, но семью с мужчиной, который будет абсолютно уважать и любить меня, ценить меня и уметь договариваться, самое главное, со мной, понимаете? А не так, что вот ты баба, а твое место там на кухне возле мойки, да? Ты не имеешь права голоса. Ну разве это нормальные отношения? Нет, конечно, я больше не хочу таких токсичных отношений. Я хочу, чтобы меня любили, ценили, уважали, и, по-моему, это нормальное, адекватное желание, здоровое. Так что не нужно мне приписывать того, чего нет. Я абсолютно от мужчин не отказываюсь. Просто я стала более избирательной и стала больше ценить и любить себя.
И теперь уже токсичные мужчины ко мне не смогут подступиться, да, понимаете, потому что я понимаю, я знаю себе цену того, что я могу создать в своей жизни. И, конечно же, имею право выбрать человека себе по статусу, по своему, по душе, по своей, да. А не так, что лишь бы кто-то был. Поэтому не надо писать такие комментарии, что я абсолютно ненавижу мужиков там или еще что-то. Да нет. Я вполне нормально отношусь к мужчинам, но к адекватным мужчинам, которые адекватно со мной общаются и соблюдают мои личные границы и не навязываются, нормально общаются со мной. Вот. Не оскорбляют меня и так далее. И вообще, я считаю, что человека видно сразу, да, вот когда ты с ним общаешься, по его словам, по его поведению, по его каким-то привычкам, ты видишь, кто перед тобой. Ну, по крайней мере, вот раньше вот я этого не замечала. Сейчас я прям вот сразу насквозь вижу человека. В этом, конечно, есть свои минусы, да, как бы я уже без розовых очков смотрю на мужчин, и мне сложнее найти пару. Но тем не менее, в этом же и плюс. Больше реальных шансов найти именно своего человека. Потому что я знаю, какой мужчина мне нужен. И я, кстати, в этом видео этого не буду специально озвучивать. Потому что есть такие хитрые мужчины, которые, послушав женщину, да, там, о, вот ей нравятся такие, они начинают подыгрывать, да, они начинают играть роль идеального мужчины для женщины. Но потом в процессе отношений выясняется, что человек выдавал себя совершенно не из-за того, кем на самом деле является. И ничем хорошим это не заканчивается. Поэтому я все карты открывать не стану. Но в процессе общения мы с вами поймем, подходим мы друг к другу или нет. Вот. И вообще вот именно сейчас, прямо вот сейчас, у меня вообще нет какого-то такого настроя знакомиться с кем-то и выстраивать какие-то близкие отношения намеренно, прям вот цели какой-то такой нету, вот чтобы прям пойти на какой-нибудь сайт знакомств или срочно кинуть клич в своем блоге, познакомлюсь с будущим мужем. У меня такого намерения абсолютно нет. Я считаю, что все должно быть естественно, абсолютно спонтанно, и это самое прекрасное, потому что когда происходит что-то спонтанно, это самое лучшее, что случается в вашей жизни. Когда все естественно, без давления какого-то, без навязывания, понимаете? Когда люди просто вот узнают друг друга. Вот просто ты видишь человека, и ты узнаешь, что это просто твой человек. И сердце, оно никогда не обманет, и ошибок вот здесь вот не может быть, да? Главное уметь слушать свое сердце, его подсказки, и не путать с разумом, который там нашептывает какие-то вещи неадекватные. Какие же вкусные ягодки. Так хочется поесть, но у меня рот сейчас занят, поэтому я только собираю. А еще вот периодически пишут комментарии о том, что с претензиями, о том, что вроде бы я там пишу, что у меня кровать из сосны, там натуральное постельное белье, но при этом пластиковый потолок. Что типа я за экологию, но при этом у меня какой-то пластик в доме наблюдается. Знаете, я без претензий на абсолютную тотальную экологичность. Я живу в современном мире, как бы я понимаю, что сейчас в современном мире очень тяжело как бы соблюдать какие-то абсолютно тотально экологичную какую-то историю, да. Хотя мне очень нравится то, что вот есть натуральное дерево. Из натурального дерева мне нравится все. Мне нравятся натуральные ткани. Но, кстати, вот этот потолок был сделан предыдущими хозяевами этого дома. Это не я сама его делала, понимаете? Вот я купила дом, в каком он состоянии был. И насколько у меня хватает финансов, настолько я его обустраиваю так, как мне нравится. Есть вещи, которых я даже не касалась. Например, потолок меня вполне устраивает, даже несмотря на то, что он пластиковый. И я не претендую на то, чтобы у меня был весь дом тотально экологичным. Хотя в идеале бы, конечно, было бы здорово, но есть то, что есть. Короче, друзья, если бы мне позволяли финансы полностью обустроить свой дом по своему вкусу, я только рада была бы там что-то поменять в нем.
Но сейчас, насколько мне позволяют мои финансы, я что-то в нем переделываю, а насколько не позволяют, я живу так, как есть. И я радуюсь тому, что есть. Вот есть у меня клубника, ромашки, поле вот это с ягодами. Ну, это прекрасно. Я кайфую от этого. Боже мой, как же вкусно все пахнет. И я не претендую на истину в последней инстанции относительно экологии, не претендую на то, что мой дом был тотально экологичным, а адекватно как бы воспринимаю ситуацию. А еще мне пишут, это уже не хейтеры, это подписчики. Наташа, не пожалели ли вы, что переехали жить в деревню? Слушайте, ну как можно пожалеть о вещах, которые ты сознательно в своей жизни сделал? То есть я сознательно мечтала о своем доме всю жизнь, можно сказать, лет с 20 где-то, да, когда сознательный возраст наступил, когда подростковое время ушло. И у меня в представлениях всегда было, что я буду жить где-то за городом. И когда ты вот это все реализуешь, как об этом можно пожалеть, вы мне скажите? Нет, я не жалею. Я даже наслаждаюсь этим, понимаете? Как бы кто бы что бы там ни выдумывал и не говорил про меня, но я от этого кайфую, понимаете? Вот, и сожалеть, знаете, можно, наверное, тогда, когда ты принимаешь решение с оглядкой на кого-то или на что-то, на мнение каких-то окружающих тебя людей, родителей, мужей, жен. И когда ты вынужден подстраиваться под кого-то и принимать решения, которые не созвучны твоему сердцу, да, тогда можно сожалеть о чем-то. Но поскольку я решение о переезде в деревню принимала самостоятельно и делала этот выбор самостоятельно, по душе, не потому, что у меня нужда какая-то в этом была, а по душе, по своей мечте, то как можно жалеть о том, что реализовалась твоя мечта? Слушайте, я сейчас хожу, такой аромат потрясающий от поля, и ягодами, и цветами полевыми пахнет. Это, я не знаю, как это передать. Ну, как об этом можно жалеть? Я не понимаю. Люди, ну, о чем вы пишете-то? Вообще непонятно. А вот еще меня спрашивают: Наташа, почему вы выбрали дом с уже готовым садом, а не захотели посадить деревья тех сортов, которые вам нравятся? Вы знаете, когда я выбирала, вообще, когда я планировала, какой я хочу участок, какой я хочу дом, мне хотелось, чтобы в саду в моем уже сразу были плодовые деревья и кустарники. Почему? Потому что мне уже сразу хотелось наслаждаться ягодами и плодами в своем саду, а не ждать, когда они вырастут через 33 года. А у меня терпения мало, я хочу жить эту жизнь прямо здесь и сейчас. И сейчас уже наслаждаться плодами в своем саду. И вы знаете, это нисколько не мешает мне высаживать те растения и деревья, которые мне нравятся, да, сейчас. И с которых я буду получать плоды, может быть, лет через 5 или через 3 года. Там вот как вырастут они, да. Нисколько не мешает. Вот, например, у моих соседей участок абсолютно чистый от деревьев, от кустарников, и они все высаживали с нуля. И у них сейчас нет ни винограда на участке, ни плодов каких-то кустарников, которые плодоносят, ни деревьев. Но им повезло, то, что у них соседка с огромным плодовым садом, в котором избыток всего, и я все время с ними делюсь ягодами, там крыжовником, черносмородиной, виноградом и яблоками. Вот у меня в прошлом году был такой изобильный урожай на яблоки, на груши. Я не знала, куда их девать, друзья. Столько их много было, я всю деревню ими кормила. Все ко мне ходили их собирать. И с соседями в том числе делилась. И мне соседка говорит: я столько яблок в жизни не ела. Короче, им со мной повезло. И я считаю, что лучше ухаживать уже за таким старым садом, да, постепенно убирать какие-то старые растения, старые деревья и высаживать свое. И при этом иметь возможность наслаждаться плодами с уже готового сада. Это кайфово. Когда у тебя на участке есть какая-то история. Это интересно очень. Я когда узнала, что сад высаживал учитель биологии и истории Анатолий Михайлович, да, мне это прямо очень интересно стало. Это, понимаете, этот человек вкладывал свои труды как-то, какой-то замысел у него был, да, это все интересно рассматривать, изучать. Вот, например, по периметру всего моего участка растут высокие деревья лесные, там разные липы, березы, ели.
Я думала, что это стихийно сложилось, спонтанно, да, вот они как-то так выросли вокруг моего участка. Оказывается, нет. Местные говорят, что когда Анатолий Михайлович строил дом, здесь было абсолютно голое поле, и он сам высаживал этот сад и сам высаживал по периметру всего участка все лесные деревья, представляете? То есть он делал как бы такой живую изгородь, забор живой. Я очень удивился, думаю, вау, вот это замысел у человека был, да? Насколько же он любил растения, насколько же он понимал что-то в них. И мне так нравится это, знаете, как колыбель какая-то у меня на участке, да? Видно, что человек душу вкладывал, и ты себя чувствуешь на таком участке очень комфортно, очень уютно и очень интересно. Даже несмотря на то, что у тебя работы в саду очень много, но оно того стоит, друзья, я считаю. Оно того стоит. Тут кто-то мне написал под одним из моих видео, типа, глядя на мою заставку, у меня заставка к каждому видео идет из нарезки кадров из моей жизни, тут деревенской, в сопровождении с песней, которая была создана искусственным интеллектом. Очень красивая песня, и тут кто-то мне в комментариях написал: очень странная песня для матери-одиночки. Вы знаете, иногда такие комментарии пишутся, я просто диву даюсь, вот откуда люди, может быть, они меня путают с кем-то, я не знаю, может быть, они смотрят одно видео, потом случайно попадают на вкладку с другим видео и оставляют комментарий, совершенно неадекватный, не соотносящийся никак с реальностью моей жизни и моего блога. Или я не знаю, что там на уме у людей, фантазии какие-то. Ко мне периодически приезжает племянник с мамой погостить. И люди думают, наверное, видимо, что мой племянник – это мой сын. Но нет, друзья, у меня есть сестра, у меня есть 2 племянника. Одному я крестная, у Женечки я крестная. Вот. И как бы у людей такая бурная фантазия, они столько всего придумывают про чужую личную жизнь, что я просто диву даюсь. И какие-то диагнозы мне там ставят. И, господи, люди, ну вот откуда, вот зачем вам это все? Вот я не понимаю. Лучше бы, ну вот своей жизнью занимались, общались бы с близкими. Ягоды, в конце концов, собирайте, наслаждайтесь жизнью. Но зачем вам лезть в чужую жизнь и выдумывать какие-то совершенно неадекватные вещи про других людей? Мне скажите. Вот мне вот интересно. Друзья, давайте будем добрее друг к другу. Как-то, не знаю, вот всегда задумывайтесь перед тем, как написать кому-то какую-то гадость в комментариях. Задумайтесь, что и кому вы пишете. И самое главное, зачем, что это вам даст. Вы что, вот от этого, не знаю, наслаждаетесь, что ли, этим? И почему это вам приносит радость, когда вы кому-то гадость написали? Вот над чем стоит задуматься. Зачем вы свою жизнь тратите на абсолютно незнакомых вам людей, обсирая их? Ну вот зачем? Лучше бы занимались своим чем-то, занимались своей жизнью, искали в себе какие-то недостатки, а не в других. Слушайте, я не претендую на какую-то идеальность, понимаете, я не идеальный человек, да. У меня нету каких-то таких претензий на то, что я какая-то тут особенная и так далее. Я обычный человек, у меня есть свои недостатки и есть свои достоинства, кстати, тоже не без этого. Вот. Есть свои таланты, а есть что-то, в чем я вообще не разбираюсь. И я не претендую на какую-то там экспертность в чем-то, да. Вот меня там пишут иногда комментарии: ой, она вообще ничего не понимает в саду и в огороде. Ну, блин, я учусь всему, понимаете? Я как бы не претендую на какого-то эксперта в посадках. Насколько мне хватает моего внимания на что-то и моего времени, я этим занимаюсь так, как могу, понимаете? И рассказываю, показываю людям все как есть, и не делаю из этого идеальную картинку. Понимаете? Ох, какие тут крупные ягодки пошли. Какая красота. Поэтому давайте видеть соринку в своем глазу прежде всего, да, а не в чужом. И давайте все-таки быть гораздо более терпимыми друг к другу, да, более как-то относиться друг к другу бережно, потому что вот читая такое, как бы я понимаю, что еще годик-другой, наверное, мне вообще не захочется никакой блог вести. Мне захочется вообще отдохнуть от всего этого. Я, кстати, наверное, буду рада когда-нибудь, но это пока. Пока мне хочется записывать видео, пока мне хочется о чем-то рассказывать.
А потом, может быть, и пройдет этот период, и я буду просто жить свою жизнь без свидетелей, как говорится, да. И это тоже будет прекрасно. Это тоже будет кайфово. В общем, люди, давайте друг к другу все-таки бережнее относиться. Сейчас в мире так столько всего нехорошего происходит. И без того, что мы друг с другом тут грыземся, да, давайте все-таки сохранять мир в своей душе, и тогда мир будет вокруг нас. Понимаете? Я, кстати, тут смотрю видеоканал одного батюшки периодически. Батюшка Михаил. Кажется, у него канал называется «Приют ангелов» или что-то такое. Я вот здесь обложку оставлю. Так он в одном из своих видео говорит: друзья, давайте молиться о мире, потому что противоречия, разногласия, ссоры, конфликты, скандалы, это все рождается из того, что человек не чувствует мира в своей душе, умиротворения. И из того, что у него смута в душе, из-за этого рождаются войны и так далее. Поэтому давайте сохранять мир в своей душе, тогда будет мир во всем мире. Понимаете, давайте не будем ковыряться в друг друге и будем любить, ценить, уважать друг друга, говорить друг другу комплименты, радовать чем-то друг друга, писать какие-то полезные и приятные комментарии. Вот верите, нет, я ни разу никому не написала какой-то плохой комментарий в Ютубе. Ни разу у меня такого не было. И вот от того мне сложно понять тех людей, которые кому-то пишут какие-то гадости. Вот очень сложно мне таких людей понять. Я вот все пытаюсь их природу прояснить, но похоже, как говорится, тот, кому надо объяснять, то лучше не объяснять. А тому, кому не надо объяснять, все, он и так все понимает. Вот, но у меня все время надежда на то, что люди как-то меня поймут или еще что-то. Ну, надеюсь, это видео кому-то даст понимание о части моей жизни хотя бы, о моем мировоззрении, как я вижу этот мир, как я его воспринимаю. И, надеюсь, не будут искажать то, что я пытаюсь донести до зрителя, да, и наговаривать, надеюсь, на меня после этого не будут. Давайте жить мирно, давайте любить и уважать друг друга. И тогда и в вашей жизни все будет хорошо, если вы гадости перестанете с другим писать, да. У вас в душе будет смирение, умиротворение. И вокруг вас тоже будет все хорошо. И у всех все будет хорошо. Так, друзья, второй день сбора ягод. Взяла корзинку с собой. Вчера мне не дал дособирать их дождик. И зарядка на телефоне тоже закончилась. И сегодня я продолжаю собирать в этом чудесном, ароматнейшем месте полевую клубнику, которую очень часто путают с земляникой лесной. Вот, но это совершенно две разных ягоды. Я уже об этом рассказывала в одном из своих видео, даже показывала, как они выглядят. У них разный вкус. Вот. И продолжаю отвечать на вопросы своих подписчиков в процессе сбора ягодок. Сейчас вот я здесь полянку найду. Значит, там меня спрашивает Наталья, не возникало ли у вас желание доделать дом, продать его и купить квартиру в городе и уехать в город обратно. Слушайте, вот ни разу не возникало такого желания. Хотя, на минуточку, я не против покупки квартиры. Если бы у меня были лишние финансовые средства, я бы, конечно, купила квартиру. Но жить бы я туда не поехала. Там бы, может быть, я ее в аренду сдавала в городе. Но жить бы я не поехала точно. Вот представьте, вы покупаете дом, вкладываете в него всю свою душу, массу своих ресурсов. Там ремонт, финансы вкладываете в него, что-то обустраиваете, в саду много чего сажаете, да, там розы, деревья, сколько я понасажала всякого разного. И это не просто так оставить, да. Сложно от этого отказаться, понимаете, это не так просто. Во-вторых, должно быть, наверное, какое-нибудь очень серьезное обоснование, чтобы вот так мне поступить, да. Какая-то серьезная ситуация, которая меня простимулирует это сделать. Хотя такой ситуации в ближайшее время точно не настанет, учитывая положение вещей у нас в стране и вообще в целом в мире. Мне кажется, сейчас для кого-то домик-деревня вообще станет роскошью и несбыточной мечтой.
Не просто так вот этот вот мейнстрим, да, образовался, когда люди, очень много людей стали переезжать в частные дома. Это, знаете, наверное, некий такой инстинкт самосохранения, когда человек, интуитивно почуяв какую-то опасность, он стремится всегда к земле. К земле, где он сам себя может прокормить без посредников, да. Хотя я не против квартиры, друзья. Я бы за, только это лишняя финансовая инвестиция, очень выгодная. Ее в аренду можно сдавать и продать потом и так далее. Вот. Но, к сожалению, я не дочь Рокфеллера, хотя очень бы хотелось. Вот. Да, если у меня появится возможность купить квартиру, я ее куплю, но жить я туда не поеду. Я буду жить здесь или, возможно, я не знаю, как вообще в жизни же всякое бывает, да. Жизнь по-всякому может повернуться. Может быть, мне придется переехать в какой-то другой дом. Может быть, я замуж выйду в другой дом, перееду. Но в квартиру я точно не хочу ехать от слова совсем. Вот никак. Вот даже если у меня финансы будут. Всю жизнь, представьте, я мечтала о том, чтобы уехать жить за город. И тут бац, что-то мне в голову стреляет, я уезжаю в город. Да нет, друзья. Да вообще, если честно, мне уже сейчас сложно представить себя и в этой среде городской. Я даже когда ненадолго приезжаю туда, да, ну там у меня бывают дела. Я езжу где-то раз в 2 месяца сейчас в город. Там что-то в магазине, может быть, купить, с родственниками повидаться, там к мастерам, там к лашмастеру. У меня лашмастер в городе есть. В стоматологию езжу иногда туда. Ну, вот по таким бытовым каким-то вопросам. И мне уже хватает, знаете, несколько часов, чтобы понять, что скорее бы отсюда бежать. Особенно это тяжело. Знаете, когда летом, когда приезжаешь в город, это очень тяжело. В городе жарище, духотище, загазованный воздух. И ты мечтаешь буквально-таки скорее все закончить, там, пробежаться по всем делам, какие тебе нужны, да. И скорее к себе домой, к своим котейкам. Боже, какая крупная клубника, смотрите. Какая красота. Вот. Так что нет. Нет, друзья, не возникало у меня такой мысли, хотя я не против квартиры. А еще вот меня спрашивают, если бы сейчас вы вернулись в прошлое, захотели ли бы вы выбрать другой дом с участком? Ну, то есть поменяли бы вы вообще на другой дом, короче, свой выбор. Вот. И знаете, вот на тот момент было определенное стечение обстоятельств и определенное стечение возможностей моих, да, и финансовых в том числе. И на тот момент я выбирала самое лучшее из всего, что мне попадалось. Я выбрала действительно самое лучшее из всего, что мне попадалось. И не только самое лучшее, а соответствующее моим потребностям и желаниям, да. Я подробно рассказывала, да, какой я дом хотела, о каком я мечтала. Сейчас бы, если бы я вернулась в прошлое, я оказалась бы в тех же условиях, которые передо мной тогда возникли, и при тех же возможностях я выбрала бы тот же дом без вопросов, абсолютно. Но если бы у меня какие-то были другие возможности, и были бы и другие варианты, понимаете, если бы, например, у меня было больше денег и была возможность купить более дорогой дом, хотя, наверное, и это бы сложно было реализовать. Вот именно такие вот деревенские дома, домишки, да, которые уже достаточно старенькие, они вот именно сейчас стоят на удаленных точках от городской среды, а более современные дома, они строятся ближе к городу. И поэтому я не знаю, я, кстати, когда смотрела, я в области не видела ни одного такого супер-пупер современного дома, который бы находился на большом расстоянии от города. Вот. Ну, такого новой постройки, да, я имею в виду. Знаете, наверное, мне бы сложнее было бы выбрать, если бы у меня финансов было больше, да, финансовые бы средства позволяли купить что-то более дорогое, и выбор был бы более сложным, потому что пришлось бы выбирать между домиком, который стоит где-то на отшибе, где-то в области, да, между тем, который совершенно современный, ну, там, новой постройки, например, его не нужно ремонтировать, и он бы находился поближе к городу.
Вот бы мне сложно было это сделать. Но я одно могу только сказать, что я бы точно выбирала дом, который рядом вот с полянами вот таких вот ягод. Да, дорогой или дешевый, или я бы не смогла без вот этого. Без вот этого я бы вообще, ну, друзья, как вот без вот этого? Как вообще? Я не знаю, тут такой аромат стоит. Вот это мне очень сильно напоминает о детстве. Это ягода. Нас раньше с сестрой возили к бабушке в деревню, ну, к бабушке отчима. Каждое лето, то есть на каникулы мы ездили. У них там тоже были такие поля с полиникой, с полевой клубникой. И вот это вот воспоминание, оно осталось ярким впечатлением из детства. Это самая лакомая ягода, которая у нас когда-либо была, которую я когда-либо ела. Самая ароматная, потрясающая. А еще моя родная бабушка родом из Воронежской области. В Воронежской области тоже растет полевая клубника, ее там тоже очень много. Ее почему-то называют там земляникой, хотя это не так. Земляника – это совершенно другая ягода. Земляника растет на опушках леса, и она очень вкусная, ароматная тоже, но совершенно другая, короче, эта ягода. Вот. И, наверное, это тоже генетическая какая-то память, знаете. Моя бабушка, она родом из Воронежской области, но когда была война, их в семье, по-моему, их было человек 6, что ли, братья у нее были. Когда дед ушел на фронт, а бабушка не справлялась, она просто их всех отдала в детдом, чтобы у них хотя бы была возможность кормиться где-то. И вот их развезли по разным частям России, можно сказать, да, и так вот моя бабушка оказалась в Краснодарском крае, хотя она родом из Воронежской области. И вот она всю жизнь, она рассказывала нам: Наташа, как же хочется вернуться домой, к березкам. В Воронежской области тоже березы есть, а в Краснодарском крае их не так много, кстати. Вот она говорит: если я умру, похороните меня рядом с березами, что, собственно, так и произошло. Когда у нее случился инсульт, мы ее привезли сюда, в город. Она жила с нами в городе какое-то время, в Нижнем, да. И потом, ну, здесь она скончалась, к сожалению. И здесь же мы ее похоронили на кладбище под Нижним, рядом с березками. И вот, наверное, моя память генетическая от бабушки досталась, которая всю жизнь стремилась к себе домой вернуться на эти ягодные поля. Она осталась в наследство от бабушки, короче. Вот я теперь с ума схожу по этой ягоде. Ну, в общем, это целая история. Я так ее в сети, кстати, разрекламировала, что всем хочется теперь полевой клубники. И все ее хотят, и все ее там собирают. Вот, у меня даже здесь в деревне тоже все спрашивают: Наташа, а когда полевая клубника? А там уже все поспело. Я уже как куратор по полевой клубнике тут, понимаете. Еще меня спрашивают: Наталья, как ваши родные и близкие сейчас относятся к тому, что вы переехали жить в деревню? Ну, что я могу сказать? Мама, конечно, была немножко в шоке, когда я только купила дом, сказала ей об этом, и сестре тоже поставила их перед фактом. У них почему-то в голове было то, что я в ипотеку возьму квартиру, но я взяла дом. Ну, я понимала, что они меня будут осуждать, отговаривать, поэтому я до конца не говорила им о том, что собираюсь покупать дом, и сказала только по факту. Уже привезла, показала уже купленный дом, когда уже купила. Мама, конечно, была в шоке, у нее был легкий шок, но я взрослый человек, как бы, да, уже достаточно для того, чтобы принимать самостоятельные решения и самостоятельно выбирать, где мне жить, как мне жить. Вот. Она, конечно, поначалу немножко в непонимании была, но потом из года в год, когда я стала уже обустраиваться, когда у меня стало тут все налаживаться, когда я газовое отопление себе провела, когда дом начала ремонтировать, ставила новые окна, двери. Вот в этом году пол на кухне починила. Она все больше и больше кайфует от возможности свалить из города летом куда-нибудь на выходные ко мне, здесь понаслаждаться природой, погодой, своими фруктами, ягодами, овощами. Вот. Племянника, кстати, мне очень часто привозят сюда. И Витя иногда ездит сюда, но сейчас он уже подвырос, ему уже немножко неинтересно, он уже в подростковый возраст входит, ему больше интересно со сверстниками находиться.
Вот. Сестра, она как бы, она тоже, вот я выбрала дом в деревне, жить в деревне, и все, и как бы это мой выбор. Она к этому отношения никакого не имеет. Я взрослый человек, опять же, да, я решаю, где мне жить и как. У нее тоже нет каких-то особых претензий ко мне. Было удивление, конечно, поначалу, а сейчас она спокойно воспринимает этот факт, то, что я живу за городом. Все-таки, знаете, родственники, это хоть и близкие люди, да, но все равно каждый самостоятельный человек и вправе выбирать, где ему и как ему жить. Боже, какой у нас ветер сегодня. Так что все нормально. Сейчас все нормально ко всему относятся, нормально воспринимают. И мне кажется, даже бабушка моя родная, она тоже рада за меня с небес там. Радуется за то, что у меня появилась своя крыша над головой. Вот. Тут еще меня спрашивает Наталья, вы раньше показывали холодную комнату, да? Как сейчас с ней обстоят дела? Утеплили вы ее или нет? Значит, когда я только приехала, заехала в дом, значит, у меня в доме, у меня 3 помещения, условно говоря, в доме, да? Кухня 42 квадрата, основная часть дома деревянная, и к ней пристрой. Раньше это были в деревенских домах, это сени. Все пристройки к деревенским домам – это сени. И вот эти сени, они строились как входная группа изначально, да, в основную часть дома. И они предыдущими хозяевами просто декоративно как-то, они ремонт сделали в этой комнате, сделали ее как жилую. И туда они, кстати, провели трубы отопительные в эту комнату. Вот. А я, когда приехала, когда топила дом печью, у меня же печь-голландка была, в которой был котел, который разносил насосом отопление по всему дому. Да? И, видимо, вот этого насоса или отопления самого от печи не хватало, мощности печи, чтобы до той комнаты довести достаточно тепла. Вот. И там всегда было холодно. Я там дверь поставила, отгородила эту комнату от основной части дома. Вот. И когда я газовое отопление провела и начала топиться газом, оказалось, что эта комната вполне себе теплая, даже зимой в морозы там вполне себе комфортно. Сейчас, правда, у меня там, не особо жилое помещение, у меня там больше склад и шкаф стоит. Склад вещей разных и шкаф для одежды там стоит, чтобы не мешался в основной части дома. Но там тепло. Там сейчас гораздо теплее с газовым отоплением, чем с печным было когда-то. Но там тоже нужно делать пол нормальный. Там тоже, наверное, нужно делать потолок, я так понимаю. Все это финансы. Но сейчас гораздо лучше, чем было в первый год. Вот что я хочу сказать. Есть более первостепенные задачи по ремонту в доме, скажем так. Вот. Когда-нибудь я доберусь до этой комнаты и тоже ее нормально сделаю. Более теплой, скажем так. А так там температура в морозы с отоплением до 22 градусов тепла. То есть, там нормально, там вполне жить можно. Еще мне такой странный вопрос сейчас написали там в комментариях. Наталья, хотели бы вы что-то поменять в своем доме, кроме ремонта? Вот я не совсем поняла этот вопрос, если честно. Хотела ли бы я что-то поменять в своем доме, кроме ремонта? Это вопрос, в котором уже заключен ответ, да? Риторический вопрос, что не хотели ли бы вы другой дом вообще, в принципе? В общем-то, я ответила на этот вопрос, да? Сложно менять место жительства и жилье вот так вот, не имея какой-то особой цели и каких-то особых обстоятельств, а только лишь потому, что вот мне что-то там в доме не понравилось. Да, есть нюансы в доме, которые я со временем могу решить. А вот так вот ездить, кидать туда-сюда, это как-то... И, во-первых, это финансово затратно. Переезд – это непростое дело. Потом это морально очень тяжело. Переезд – это морально очень тяжелая вещь. На нее нужно еще решиться и иметь какие-то серьезные обоснования, да. Вот, поэтому, отвечая на этот вопрос, говорю, что бы я хотела поменять в своем доме, кроме ремонта.
Кроме ремонта ничего не хотела бы поменять. Все хорошо там. У меня все прекрасно. Хотя жизнь, она очень интересная штука, она может повернуться по-разному, да. Мне так нравится, вот здесь сидишь, рвешь ягоду, так срываешь, кидаешь. А тут такие виды на мою деревню. Вон там видно домики. Так красиво это, я не знаю, как это описать. Вот, смотрите, вот один домик видно. Вон там еще целый ряд домиков. И там тоже чья-то красная крыша. А вот здесь видно нашу церковь 18 века. Красивая тоже. Так сидишь, вдыхаешь аромат полевых трав. И мне так хочется вот этот момент сохранить надолго. Ну, насколько это возможно. Потому что от сезона к сезону все меняется. Вот эта вот ягода, она, кстати, ненадолго, она недели-две только будет. Ее только 2 недели можно собирать, потом она уже пропадет. Вот, и потом уже будет другое время, другие плоды собирать будем. Уже будет ближе к осени, там, середина лета. И вообще другой год будет. Но вот этот момент мне хочется максимально запечатлеть на память. Жалко, нельзя запечатлеть на память аромат луговых трав. Вот здесь, кстати, весь склон, весь вот этот склон, это склон, я на склоне сижу. Вот там барские сады, там же озеро, пруд, возле которого мы были с соседкой и видели в нем щуку. Вот здесь вот барские сады старые с яблонями. И вот так вот идет склон. Я на склоне сижу, на видео это, наверное, не видно. И туда в низину он идет. И вот весь этот склон, абсолютно весь усыпан полевой клубникой. Ее, друзья, настолько много и в изобилии каждый год здесь, что даже если придет вся деревня у нас собирать ее, все равно все не соберут. Представляете? Вот настолько здесь изобильное место на эту ягоду. И вот настолько я старалась найти такое место. Помните присказку? Одну ягодку беру, 3-ю примечаю, а 4-я мерещится. Я сижу, прям кайфую. Я вдыхаю этот аромат трав. Я уже объелась этой полевой клубники, но я все равно ее собираю. Ну, заготовки на зиму буду делать. Ну и в течение пары недель еще буду есть ее свежую, пока она есть. С молочком я очень люблю. Всякие пироги с ней буду печь. Вот мама, может быть, приедет, успеет еще ее пособирать, я не знаю. К слову, сейчас пятница вечер. Я уже собираю ягоды здесь 3-й день. И я ни разу ни одного местного жителя здесь не видела, который бы сидел здесь с банкой или с корзинкой. Вообще никого ни разу не видела на этих ягодных полях. Это так странно. Но в прошлом году там парочку людей я видела. В этом вообще никого. Как будто бы люди совсем озабочены другим. И им не до ягод. А вот мне до ягод. Я без этой ягоды жить не могу. Для меня это чистый дофамин, серотонин. Как там? Что это? Очень обидно будет пропустить такой момент. И хочется, чтобы он длился вечно. Вот это, кстати, зверобойка. Смотрите, мне кажется, если походить здесь по полю, то можно собрать букетик зверобоя. Можно собрать букетик зверобоя на баню на зиму. Может быть, ну, наверное, как-нибудь в следующий раз. Сейчас у меня в приоритете ягоды. Ну вот, я насобирала за вечер столько. Ну как за вечер? Пару часов. И уже пол вот этой корзинки. А еще я собирала утром, ну где-то четверть этой корзинки у меня получилось собрать. Работы на целых 2 вечера, наверное, по очищению этой клубники. Но зато аромат сейчас дома будет стоять потрясающий. Какая же красота. Немножко совсем мне ягод удалось собрать.
не так много, как я бы хотела. Но я думаю, что завтра будет хорошая погода, я еще пособираю. А сегодня я хочу очистить эту ягоду и испечь пирог с ней. Очень хочется пирога почему-то сейчас и с чайком как раз. Ой, какой аромат от нее стоит. Ой, просто бомба-пушка. Боже, как вкусно. Кстати, хвостики у этих ягод обязательно удаляю, чищу их, потому что если кушать с ними, то может быть аппендицит. Это как если вы семечки будете есть вместе с кожурой, у вас будет аппендицит, также с этими ягодами. Если с листиками их оставлять, ну максимум на чай, можно в чай заварить с листьями. А если вы будете есть, собираетесь есть, то их, конечно, лучше очищать. Друзья, с детства обожаю вот этот напиток. Вот я почистила полевую клубнику. Сейчас я добавлю сюда немного сахара. Ну, примерно столовую ложку. Можно побольше, если вы сладкое очень сильно любите. Потом берете толкушку. И вот это все в кашку нужно растолочь. Вот такая вот кашица получилась. Размешала ее с сахаром и добавляю молочка до самых краев. И затем это все нужно будет размешать ложкой. Где ложка? И затем размешиваю все это ложкой. В этой клубнике есть кислоты. Вот она, ну, частично сладкая, частично кисленькая. И сейчас молоко немножко подсвернется. И получится такой вкуснейший десерт. Я его называю живым йогуртом. Просто обожаю с детства вот этот напиток или десерт. Я не знаю, как его назвать. Я его называю живым йогуртом. Обязательно попробуйте, если у вас есть возможность набрать полевой клубники. Это просто восхитительное явство. Вкуснятина. Что я хочу сделать с этой клубникой? Вот так лучше видно ее. Часть я хочу засушить в сушилке, которую мне подарила в прошлом году подписчица моя. Вот. Я еще в этой сушилке, кстати, эти ягоды не пробовала сушить. Надо попробовать, что получится, не знаю. В прошлом году я на ней сушила груши, яблоки. По-моему, только груши и яблоки. Вот эту ягоду еще не пробовала сушить. Посушу. И часть я очищу и перемешаю с песком и заморожу. Это будет как десерт зимой буду есть, блендером взбивать с молоком там или на чай. Вот. Но сначала мне предстоит все это почистить, друзья. Тут работы не початый край. Ну, конечно, не сразу я все почищу, но частично что-то потихоньку буду чистить. Ух! Все, она вроде бы просохла. Сейчас попробую поставить немножко ягодок сюда. Я, кстати, пробовала сушить уже эти ягоды, но у меня не было тогда сушилки. И я их сушила в духовке пару раз. И пару раз естественным способом таким, знаете. И каждый раз они у меня плесневели почему-то быстро. Ну, то есть я их засушивала, они были в достаточно хорошем сухом состоянии. А потом суп с котом. Зимой я открывала банку, а там была плесень. Еще, мне кажется, это от того, что они, когда лежат, ждут сушки. Ну, вот в корзинке их хранишь, в холодильнике, они немного покрываются конденсатом. И вот от влаги получается так, что они покрываются плесенью при хранении. Поэтому я стараюсь их сразу посушить, уже прямо с куста, можно сказать, да, чтобы они и не в холодильнике не стояли, ничего, чтобы их не мочить лишний раз. И так, мне кажется, будет гораздо эффективнее, и они будут храниться дольше. Так, одной рукой у меня не получается, надо просто насыпать, я думаю, сейчас. Так, ну, в общем, вот, выложила я их в один слой. Сейчас подкрутим температуру для ягод. Давайте сделаем 60, наверное, да. Вот, оставлю их на ночь, посмотрю, что получится. Если понравится результат, посушим побольше. Если нет, то пойдут они в морозилку вместе с сахаром. Вот тогда придется их, кстати, чистить. А вот здесь я почистила полевую клубнику, размешала ее с сахаром и раскатала дрожжевое тесто по противню. Подумала сначала сделать открытый пирог, а потом решила сделать из этой ягоды рулет.
Сейчас я вам покажу, как я это сделаю. Просто разложу по тесту ягоды и постепенно буду сворачивать тесто так, чтобы в рулетике ягоды были везде. Кстати, края у рулета я тоже закрывала, чтобы ягода оттуда не выбегала, не вытекала, чтобы он был герметичным, условно говоря. Вот такая история у меня получилась. Это, кстати, мне напомнило о пирогах с ягодами у бабушки из русской печи. Хоть и пекла я его в газовой духовке, но все равно очень вкусно было. Попробуйте. Ну вот, пожалуй, и все на этом, друзья. Это видео получилось очень длинным. Я его сначала хотела разделить на 2 части, но потом поняла, что оно будет неполноценным, если его разбить на несколько частей. Под видео, я еще раз напомню, я оставила тайм-коды с ответами на ваши вопросы, чтобы вы не заблудились в нем. В общем, приятного просмотра. Надеюсь, ваш вечер будет скрашен моим видео. Ой, кажется, лиса кричит. Так прикольно, первый раз слышу. Так близко к лесу.